Всем привет! Сегодня говорим про объективы, о том, какие бывают, чем отличаются и, самое главное, чем отличается объектив в вашем телефоне от нормального, обычного человеческого объектива на фотоаппарате. Что такое светосила, что такое фокусное расстояние, хроматические аберрации и что такое грип. И как грип зависит от фокусного расстояния объектива. Какой объектив выбрать? Кстати, это Тони. Диафрагма, апертура, она же дырка. Этот параметр очень сильно влияет на творческую составляющую. Именно этот параметр отвечает за всеми так любимое боке, то есть размытый фон на заднем плане. И забегая вперед, я сразу хочу сказать, что чем более открытая диафрагма, апертура, дырка, тем больше света попадает на матрицу и тем сильнее мажется у вас фон. А теперь давайте поподробней. Внутри объектива есть некие лепестки, которые влияют на создание отверстия внутри объектива. Как раз эти лепестки помогают контролировать количество входящего света. Все просто. Полностью открыли, попадает много света. Прикрыли, меньше света попадает. Это измеряется значением F. Чем меньше число, тем больше открыта диафрагма. Чем больше число, тем больше закрыта диафрагма. Тем меньше отверстие, через которое попадает свет, и тем меньше света соответственно. Еще есть такое понятие, как светосильный объектив. То есть это объективы, у которых прям очень широко открывается диафрагма, и, соответственно, они очень много пропускают света. Например, объектив с диафрагмой f2.8 считается светосильным, объектив с диафрагмой f2.0 считается светосильным. В общем, все, что меньше f2.8, считается светосильным. И тут возникает логический вопрос, а зачем мне светосильный объектив? Ведь по-любому он стоит очень много денег. Проблема в том, что на крайних значениях объективы имеют, так сказать, проблемки. То есть на максимально открытой диафрагме у вас будут хроматические аберрации, виньетирование по краям и, скорее всего, проблемы с фокусировкой, опять же, по краям. То есть по края будут размытые. И кого-то это совершенно не устраивает, если вы хотите кристально чистое изображение, то есть максимально возможное из того объектива, который вы купили, то вам придется подзакрыть диафрагму. То есть, например, если у вас объектив 1.4, вы закрываете его на 2.8, либо на 3.5 и получаете, максимально хорошую картинку, которую может выдать этот объектив. И то же самое с крайними значениями в другую сторону. То есть, например, я не советую снимать на значениях f32 либо 16, то есть на крайних значениях вашего объектива проблемы будут те же. Но тут очень важно понимать, вы хотите избавиться от всех этих дефектов и получать какую-то, нереальную картинку, либо не хотите. И, например, я не хочу. Я снимаю на 2.8, при том, что объектив у меня 2.8. Это, конечно, такая, знаете, вкусовщина, но мне нравится изображение не идеальное, потертое. Мне нравятся все эти хроматические аберрации, все вот эти неидеальности, виньетки и вот это вот все. Но каждому свое. Если у вас задача получить кристально чистое изображение, либо максимально хорошее с этого объектива, вам должно быть куда прикрыться. Что бы вы ни снимали, на какую бы камеру вы ни снимали, с каким бы объективом вы ни снимали, у вас будет такая вещь, как глубина резкости, либо грип. Сейчас объясню. Все, что за мной, в расфокусе. Все, что передо мной, в расфокусе. А я в фокусе. Здесь есть некая дорожка, которая находится в фокусе. И если вы будете крутить кольцо объектива в фокусировке, то эта дорожка будет двигаться либо вперед, либо назад. Именно таким образом, собственно, мы и ловим объект в фокусе. Но эта дорожка может менять свою ширину. То есть, например, сейчас диафрагма объектива 2.8, и вот я нахожусь в фокусе. А если бы стояла 1.4, либо 1.2, то мой нос был бы в фокусе, а уши в расфокусе, потому что дорожка слишком короткая. Если поставить 5.6, то дорожка будет еще шире. 11 будет прям очень большая, но при этом вы будете терять освещение. То есть, чем открытие диафрагма и меньше значение f, тем короче дорожка, тем сильнее размывается фон и тем больше света попадает на вашу матрицу. И, соответственно, чем больше значение f, либо чем больше закрыта диафрагма, это одно и то же, тем меньше размыт фон, тем меньше попадает света в камеру, тем у вас большая глубина резкости, она же грип. Но еще я предлагаю посмотреть на это со стороны. Вот эта диафрагма 2.8,
это 5,6, а вот это 11. Вот так это выглядит со стороны. Боке — это определенным способом размытый фон, то есть если мы немного приблизим изображение, то вы увидите, что за мной у размытого фона есть определенный рисунок, и у каждого производителя он особенный, то есть кто-то любит, как размывают объективы фирмы Canon, а кому-то нравится Fujifilm, а кому-то Canon, а кому-то Panasonic, а кому-то советская оптика, у нее очень прикольный, кстати, рисунок. А кто-то готов платить по 30 тысяч долларов за объектив только потому, что там особое размытие фона, то есть боке. И давайте посмотрим, как это выглядит ночью. Ночью вы увидите вот эти вот точки, я думаю, вы все их видели. Они ярко выражены на светлых объектах. Но что если мы прикроем диафрагму, то они будут не круглой формы, а в форме стоп-сигнала. И здесь есть небольшой лайфхак. Если вы вырежете из картона либо другого плотного материала круг такого же диаметра, как ваш объектив, и в центре вырежете любую картинку и прислоните эту картонку к вашему объективу и полностью откроете диафрагму, то ваше боке будет иметь точно такой же рисунок, как вы вырезали, что бы это ни было. Для того, чтобы объяснить максимально быстро, коротко и доходчиво, вот вам 3 фотки. Бам, бам, бам. Да, это хроматические аберрации. И такая лажа происходит, если ваш объектив сделан из говна и палок. Ну, либо если у вас неплохой объектив, но вы снимаете на крайних значениях диафрагмы. Например, у вас объектив с диафрагмой f1.4, и вы снимаете на 1.4. И тогда вот такая лажа может происходить по всему кадру, либо по краям. И, соответственно, нужно диафрагму прикрывать для того, чтобы этого не было. Что касается меня, то я снимаю всегда на диафрагму f2.8, при том, что у меня объектив f2.8. Почему? Потому что я люблю неидеальное изображение. Мой фетиш. Фокусное расстояние — это один из мощнейших и творческих инструментов при съемке видео. Измеряется это расстояние в миллиметрах, и чем меньше миллиметров, тем шире угол объектива и тем больше искажений. И, соответственно, чем больше значения в миллиметрах, тем угол уже, приближение больше и тем сильнее размыт фон. Всегда помните об этом, что чем шире угол, тем меньше мажется фон при такой же диафрагме. Это очень важно помнить. Например, вот это снято на 11 мм, это на 20, а это на 100. Одна и та же крупность, но совершенно разные результаты. Все зависит от задач, которые вы перед собой ставите. Если вам нужно снимать в узких пространствах, тогда вам, конечно же, подойдет ширик. А если портрет, то, конечно же, не подойдет. Хотя, кто я такой, чтобы вас ограничивать в чем-то? Например, это снято на ширик. По-моему, прикольно смотрится. А вам нравится? Напишите в комментариях. Возможно, вы найдете определенную эстетику, снимая портреты на широкоугольный объектив. Да, именно так он и называется, широкоугольный объектив. А вот это снято на 24, а это на 50, а это на 85 миллиметров. И вы можете подумать, что дело просто в приближении, и можно взять себе, например, 11, и потом на компе можно просто увеличить. Почему бы нет? Все как бы да, но как бы нет, потому что как минимум вы потеряете в качестве. И это та причина, по которой фотографы на футбольных матчах фотографируют футболистов на объективы размером с торпеду. И это не все. Дело не только в качественном приближении. Дело еще в том, что совершенно разная эстетика. Вы посмотрите на этот кадр, вы посмотрите, как руки гнет. Вот, это же какой-то рыбий глаз. Да, еще его так называют этот объектив. Рыбий глаз — это когда, ширик прям совсем ширик, когда вот это вот закручивается все. Потому что широкоугольные объективы начинаются с 24 мм. То есть 24 мм уже широкоугольный объектив, 20 широкоугольный и тому подобное. А всякие 11, 8 — это уже фишай, то есть рыбий глаз. И что самое интересное, что вы получаете совершенно разные эффекты. Разное сжатие заднего фона. То есть давайте посмотрим просто на 11. Вы посмотрите, как выглядит мой фон. А теперь давайте посмотрим на 20. Вы видите, как он сжался? А что будет на 85? А что будет на 100? Будет сильнее сжиматься фон. Еще один очень важный момент, который многие упускают, но он является довольно-таки критическим. Его нужно держать в голове, что при разных фокусных расстояниях и одинаковом значении диафрагмы у вас будет по-разному размыт фон. То есть, например,
при диафрагме 2,8 с фокусным расстоянием 20 мм. То есть вот так. У вас будет не сильно размыт фон. А при диафрагме 2,8 85 мм фокусным расстоянием фон будет размыт, ну прям очень даже таки прилично. И чем больше у вас будет фокусное расстояние, тем сильнее будет мазать фон. То есть на 200 мм фон будет размазан вообще в кашу. Зум-объективы. Это объективы, у которых переменное фокусное расстояние, то есть, например, 18-35, 24-70, либо 70-200. И здесь вы можете подумать, блин, это же так круто, взять один объектив, поставить его на камеру и получить себе, ну, например, 24-70 мм фокусное расстояние. Звучит неплохо, а можно взять два, например, еще взять 70-200, и вы получите от 24 до 200 мм фокусное расстояние. Все, закрыли, можно идти спать. Нет, нельзя. Дело в том, что есть нюансы. Во-первых, зум-объективы никогда не будут настолько же светосильны, как обычные объективы. Ну, то есть prime lens объективы, фикс объективы. Например, полтинник может быть f1.4, а зум-объектив не может. Зум-объектив в лучшем случае будет 2.8, в среднем случае будет f4, в худшем случае будет вообще переменная диафрагма. Например, f4-5.6. Допустим, у вас есть объектив 70-200, он на 70 будет 4, а на 200 он будет 5,6. Так вот, никогда не берите с переменной диафрагмой, берите с постоянной диафрагмой. Если есть деньги, вы можете взять зум, но он будет в лучшем случае 2,8. Это не так плохо. Еще хочу кое-что добавить. Чем же отличается кинооптика зум от фотооптики зум? Дело в том, что в кинооптике есть такая штука, как парафокальность. Это когда вы приближаете, либо отдаляете, и при этом у вас не теряется фокус. А в фотооптике вы приблизили, и вам нужно заново наводить фокус. Отдалили, нужно заново наводить фокус. Вот такая чепуха. Фикс-объектив – это объектив, у которого постоянное фокусное расстояние, например, 24, 35, 50, 85 и так далее. И главное отличие от зум-объектива – это то, что эти объективы более светосильные, например, f2, f1.4, f1.2 и в некоторых случаях даже меньше единицы, что как бы очень круто. В то время как у зум-объектива в лучшем случае вы получите диафрагму 2.8. Но это не все. У фикс-объектива меньше хроматических аберраций, лучше контраст и лучше резкость. Минус заключается лишь только в том, что для замены фокусного расстояния вам нужно менять объектив, что не всегда удобно. И для того, чтобы вам покрыть фокусные расстояния, как у зум-объектива, нужно купить несколько объективов. Например, вместо зум-объектива 24-70 придется купить как минимум 4 объектива фикса 24, 35, 50 и 85, что будет, конечно же, дороже и менее мобильный. По факту вы выбираете между качественнее, дороже и дольше, либо дешевле, быстрее и практичнее. Кит-объектив никакого отношения к кошкам не имеет. С английского это переводится как набор. Еще этот объектив называют китовый. Никакого отношения к китам тоже не имеет. Это объектив, который идет в комплекте с камерой. Зачастую это самый дешевый зум-объектив с переменной диафрагмой. Как вы поняли, он вам нафиг не нужен. Так что берите отдельно хороший объектив, отдельно камеру. И еще раз напоминаю, объектив важнее камеры. Ну что ж, давайте разберемся, что означают все эти надписи на объективах. Например, у вас написано 24-70 мм. Это означает, что это зум-объектив, у которого фокусное расстояние от 24 до 70 мм соответственно. Если же просто написано 85, то это объектив с фиксированным фокусным расстоянием 85 мм. Если написано f1.4, это означает, что максимальная диафрагма вашего объектива 1.4. Иногда может быть написано f1, 1.4. Это то же самое. Если объектив мануальный, то вы можете выставлять значение диафрагмы прямо на самом объективе. Если объектив электронный, то тогда только в камере. Возле кольца фокуса мы видим шкалу. Таким образом мы понимаем, какое у нас расстояние до объекта фокусировки. Вот и все. Автофокус или не автофокус. И так бывает. Мало того, бывает, что оба вместе. Сейчас расскажу, о чем речь. Ну, начнем с не автофокуса, то есть с мануальной оптики. Она выпускалась раньше, пока не придумали автофокус.
И она выпускается по сей день для кино, либо для таких камер, как Leica, там, где автофокуса нет, но объектив стоит как крыло самолета. Есть, конечно же, автофокусные объективы, их большинство в современном мире. И пару моментов. Первый — это будьте аккуратны. Бывает такая тема, что мотор стоит в объективе, и крутит линзы, да, а питание подается с камеры. А бывает такое, что мотор стоит непосредственно в камере, и приводом, в который находится в линзе, таскает стекла. Такое тоже бывает. И если вы покупаете объектив стороннего производителя, например, у вас камера Sony, а вы покупаете объектив Tokina, либо Sigma, Tamron, то может быть такое, что мотор будет как в объективе, так и в камере. И вы же понимаете, что туда лыжи не поедут. В современном мире, где царствуют беззеркальные камеры, конечно же, есть к ним объективы. И там очень крутой автофокус. Почему? Потому что стекол меньше, объектив легче, крутить фокус проще. Плюс в самих этих беззеркальных камерах настолько сильная аппаратная часть, которая вычисляет фокус, что, просто вау. Особенно Sony и особенно Canon. Просто потрясающе. Но я обещал вам сказать про третий момент, смесь бульдога с носорогом. Сейчас расскажу. Например, я снимаю на киношный объектив Tokina 1120. И там мануальный фокус с зубчиками, которые вы крутите как бы вручную, предполагается. У вас есть для этого отдельный человек. Но с недавних пор вышел стабилизатор DJI Ronin RS3, который позволяет подключить к себе систему LiDAR, которая стреляет на 14 метров и определяет, как далеко вы находитесь от камеры. И в зависимости от этого электромотором крутит ваш механический объектив. Я эту систему присобачил без DJI Ronin, и теперь у меня есть автофокус на механической оптике. То есть, таким образом, я в принципе могу поставить любой, даже фотообъектив старый, либо киношный, и могу просто решать, у меня есть автофокус, либо его нет. Объективы в телефонах. Довольно-таки специфическая вещь, потому что производителям нужно учитывать два фактора. Первый — это размер, и второй — это стоимость. Никто не купит телефон, у которого только объектив стоит 1000 баксов, хотя я бы купил. И самое главное отличие такого объектива от обычного — это то, что у него постоянная диафрагма. То есть, например, у него всегда f2.8. То есть у него нет физических лепестков, которые могли бы прикрыться, потому что места в телефоне, как я говорил, очень мало. И, соответственно, вся яркость изображения регулируется только выдержкой или ISO. И второй момент — это то, что на таких объективах вы никогда не получите идеально размытый фон. Почему? Потому что для того, чтобы хорошенько размыть фон, нужно физически отодвинуть одну линзу от другой. А в телефоне это невозможно. И это подводит нас к вопросу, можно ли на телефон снимать так же круто, как на камеру. Выстроить композицию можно, поймать освещение — да. Размыть фон так же круто, как на камере — нет. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Теперь вы в курсе практически всех понятий, связанных с объективами. Если вы хотите больше информации или более детальную информацию на тему, связанную с объективами, просто напишите в комментариях, и это станет темой следующего ролика. Ну что ж, друзья, с вас лайк, подписка, колокольчик, а с меня новые видосики. Всем пока!